дорогие подписчики, гости канала, с вами Женя. Вы на канале «Счастье у нас самих», где, как всегда, ответы на практически любые вопросы, инструменты для улучшения всех сфер жизни, ну а также практики, настрои и ритуалы для исполнения любых, даже самых невероятных желаний. Помните, что все в ваших руках. Вы можете взять под контроль свою жизнь, ведь ваши мысли, чувства и действия сегодня – это то, что будет происходить завтра. Поэтому всегда старайтесь следить за вашими ощущениями, за тем, о чем вы думаете. И если что-то негативное приходит, научитесь переключать ваше внимание и ваши мысли. Кстати, этому я учу на личных консультациях. Да, я уже начала практиковать именно личный курс. Да, я создаю сейчас курс онлайн для того, чтобы каждый из вас, кому будет интересно, мог изменить свою жизнь и действительно начал достигать всего того, чего вы хотите, а не то, чего вы боитесь. Поэтому приглашаю на личную консультацию, если для вас актуально и вы хотите изменить свою жизнь. Ну что, смотрим ближайшую неделю. Как всегда, раз в неделю. Я знаю, что мне уже кто-то даже сказал, кто-то мне сказал, что нет много просмотров. Я говорю, мне не важно на сегодняшний день сколько просмотров. Конечно, хочется больше. Да, это мое развитие, это развитие канала. И, конечно, хотелось бы, но важнее всего то, что я могу этим видео поделиться с вами советами, поделиться с вами позитивом, направить вас именно в русло позитивного развития событий в вашей жизни. И это для меня основное. Ну что, стихия воздух, порывистые мои, близнецы, весы и водолеи. Да, вы ветерки. Особенно могу сказать о водолеях. Вы такие вот, вроде бы, вы скрытные, вы более скрытные. С одной стороны, вы более спокойными кажетесь, но это только затишье перед бурей. В какой-то момент вы такой ветер даете, целая торнадо. Или смерч. По-английски называется торнадо, по-русски называется смерч, по-моему. Ну что, мои дорогие, не забывайте про акцендент. Мне стихия воздух близка, у меня акцендент в близнецах. И я вам точно могу сказать, влияет акцендент на меня. Сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя, ну и, конечно, улыбнитесь. Улыбка меняет жизнь. Ну и может изменить целую неделю. По одной карте. Кстати, я делаю уже сейчас по знакам зодиака. И могу сказать, что это еще сделано для тех, у кого акцендент в той же самой стихии. У меня были вопросы, когда я раньше делала только по стихиям, и мне начали задавать вопрос, что мне делать, если мой акцендент в той же стихии, что и мой знак зодиака. Поэтому, чтобы было больше информации, я решила сделать именно по знакам зодиака. Да, стихии отдельно, но внутри стихии знаки зодиака. Ну что, близнецы. Близнецы, ваша неделя будет посвящена труду. Вы будете трудиться на благо. Трудиться на благо, на благо себе, я могу сказать. Особенно для тех, кто занимается тем, что любит. Особенно для тех, кто в любой работе находит что-то позитивное, что-то хорошее, что-то интересное, неделя будет очень интересной и продуктивной. Я вижу не завершение проектов, а вижу именно работу над проектами, работу над
достижением чего-то. И уверенно могу сказать, что к концу недели вы будете удовлетворены вашей работой. Вас не будет раздирать во все стороны, как это бывает у близнецов. Вы будете сконцентрированы на чем-то одном. Вам это, в принципе, дается не очень легко, но, как я сказала выше, старайтесь находить интересное, позитивное и полезное во всем, что вы будете делать. Для отношений могу сказать, что если есть какие-то проблемы в отношениях, именно работа двоих людей может привести к гармонии и к разрешению конфликтов. Знаю, что вам не всегда легко идти на компромисс, и я не призываю только вас это делать. Я только призываю вас к диалогу и, может быть, немножечко умерить ваш пыл. Я знаю, какие вы эмоциональные, и как же вы можете лететь и как бы крушить все на своем пути. Ну, я не говорю это в плохом смысле слова, я имею в виду словесно в этой ситуации, потому что здесь я вижу проблемы в отношениях у некоторых из вас и решение в ваших руках и в вашем труде. Вы можете. Главное – захотеть. Все же зависит от того, чего вы хотите. По здоровью. Могу сказать, что по здоровью, если есть какое-то заболевание, только трудом и стремлением к выздоровлению, не борьбой с болезнью, ни в коем случае. Вообще бороться в этом мире нельзя ни за что и ни с чем. Борьба приносит больше борьбы. А вот движение по течению, стремление и концентрация на том, чего вы хотите достичь, приносит результат. И вот здесь я точно могу сказать, что к концу недели, возможно, если не полное выздоровление, то практически полное. Поэтому подумайте и решайте. Все же все равно в ваших руках. Материальное положение. Вот что я могу сказать, что для некоторых из вас именно предыдущие ваши стремления, предыдущие ваши проекты, предыдущие ваши, ну, даже для некоторых это были усилия, я слышу вас, хотя я всегда говорю, не усилия надо прилагать, а стремления, ну, неважно. У вас, вы сами выбираете свой лексикон. Я не могу его за вас выбрать, и я же говорю то, о чем думаете вы. Уже придет практически возврат, имеется в виду, что для тех, например, у кого бизнес, вы уже начнете получать денежки с ваших продаж предыдущих, может быть, не в полную силу, но тут это 80% того, что вы вложили, вы уже в ближайшую неделю имеете возможность получить. Для тех, кого интересует продвижение по карьерной лестнице, ближайшая неделя покажет, именно с вашими действиями вы покажете, что вы, да, достойны повышения по карьерной лестнице и достойны той позиции, той должности, которую вы хотели бы получить. Ой, что-то долго я сегодня. Но я всегда, по-моему, стихия воздух у меня почему-то всегда получается дольше, чем другие. Ну что, хотя карта прекрасная. Кроме отношений, все остальное это очень прекрасная, продуктивная карта. В отношениях тоже, но тут да, тут видно, что нужна работа. Ну что, поехали дальше. Весы. Смотрим. А вот у весов идет прекрасная неделя. Вы уже будете таки получать дивиденды со всего, чем вы занимались, можно сказать, в предыдущие месяцы. Идет увеличение финансового потока, я точно могу это сказать.
Идет смена статуса для тех, кого это интересует. Смена статуса может быть как получением той должности, которую вы хотели получить, увеличение дохода даже на вашей существующей должности. Если это касается вашего бизнеса, то это переход бизнеса на какой-то новый качественный уровень и, соответственно, повышение дохода от бизнеса. В отношениях, что я могу сказать про отношения девочки, которые уже в отношениях и которых интересует сближение и предложение руки и сердца, вы уже на пороге этого, и в ближайшую неделю это уже возможно. Ваш партнер уже к этому готовится. Также идет смена статуса, это еще и карта невесты для тех, кого это интересует. Поэтому смотрите, готовьтесь, предвкушайте. Для тех, кто одинок и хочет познакомиться. Вот тут я могу сказать 9 из 10, что знакомство рядом, но для этого все-таки придется не сидеть на диване, а не искать. Я не люблю это слово искать, а именно общаться, сменить ваш уровень общения и поднять его на другую высоту. Когда вы начнете общаться, вы притянете к себе знакомство. Здоровье. Здоровье – это движение к выздоровлению, это я могу сказать точно, и выздоровление уже практически у вас. Принимайте. Даже если в ближайшую неделю не будет полнейшего выздоровления, то к концу недели чувствовать вы себя будете уже прекрасно. Принимайте. Ну и, мои дорогие водолеи, я вам хочу сказать, по нарастающей прекрасная неделя, что у близнецов, что у весов. Прекрасная неделя, и я вам желаю, чтобы это все проигралось у вас, поэтому примите. Ну и водолейчики, давайте посмотрим. У водолей будет очень много встреч в ближайшую неделю. Эти встречи могут касаться как личных отношений, это могут быть как романтические свидания, это могут быть просто встречи с родными, близкими, друзьями. И это также могут быть именно деловые встречи. Вот тут я могу сказать, знаете, в этой колоде эта карта немножко другая, в каждой колоде она выглядит по-другому. И тут я могу сказать, что для некоторых из вас эти встречи пройдут не совсем таким образом, как вы этого желали. Поэтому постарайтесь быть менее эмоциональными именно, если встреча пошла не в ту сторону, в которую вы хотели, чтобы она пошла. Ваша излишняя эмоциональность может привести даже к скандалу. И я не думаю, что вам это нужно. Также в ближайшую неделю из того, что я вижу, будете искать выход из сложных ситуаций. Что-то произошло не так, как вы хотели, и вот именно на день расклада, на сегодняшний день, вы не видите, как выйти из ситуации, как продвинуться в бизнесе, например, как решить какую-то задачу на работе, ну и, соответственно, как помириться, если это касается отношений, как прийти к выздоровлению. По этой карте, опять же, могу сказать, не будьте сильно эмоциональными, особенно вот этот страх, уберите страх перед неизвестностью. У вас в ближайшую неделю он будет пробиваться. И мой вам совет
полностью убрать страх. Как же убрать полностью страх? Убрать его можно, один из инструментов, чтобы убрать страх, встретиться с ним. Когда мне становится страшно, я же такой же человек, как и все, и мне бывает страшно, я всегда сажусь и анализирую, вот что самое неприятное, что может произойти в такой ситуации. И тут же мое подсознание, мое сознание выдает мне ответ на этот вопрос. И я уже работаю именно ментально, работаю с тем, что самое неприятное может произойти. И тогда я уже думаю, ну окей, ну вот произошло это. И что тогда? Ну, например, там, мне надо будет заплатить. Ну так что делать? Заплачу. Значит, заплачу в счет будущей удачи. Или другой какой-то вариант у меня приходит. И вот именно таким образом я меняю свою концентрацию, и страх уходит. И самое интересное, как только уходит такой страх, приходит сразу решение задачи. Тут же я вижу, а почему же я не подумала об этом? Все же так легко. Кстати, на личных консультациях я помогаю это делать людям на раз-два. Вот. Ну и себе тоже стараюсь в этом помочь. Поэтому уберите страх, и выход придет очень быстро, и дальше вы сможете двигаться. И, конечно, опять же, поменьше эмоций. Тут, да, меньше эмоций, потому что я вижу, что у некоторых из вас они будут негативные. Ну, а теперь совет для стихии воздух. Ну, здесь могу сказать, что будьте гармоничны с собой и с вашим окружением. Особенно взаимопонимание и компромисс может исправить любые изъяны ближайшей недели. И по этой карте все-таки вас может ожидать, если вы прислушаетесь к советам карт, вас может ожидать гармоничная, интересная неделя, которая будет чуть-чуть более, конечно, эмоциональна, чем вы привыкли, но именно ваши эмоции будут более нежными. Вот так я могу сказать. Я знаю, что вы тоже эмоциональны, особенно близнецы и водолеи, вы эмоциональны. Весы, вы тоже эмоциональны, просто вы все время ставите ваши эмоции на чашу весов, поэтому не так уж их и выражаете. Ну что, давайте, загадывайте ваши желания, принимайте неделю, советы я дала, и есть возможность пройти через ближайшую неделю без потерь, как я говорю. Загадывайте желания, давайте мы посмотрим, что же нам расскажут мои карты. И тогда мы будем думать дальше. Я имею в виду, вы будете думать дальше. Принимать, не принимать. Выбор-то ваш все-таки. Близнецы, давайте посмотрим, что же с вашим желанием. Ну вот, в ближайшую неделю вряд ли ваше желание исполнится, особенно если это желание касается межличностных отношений, над ними надо еще поработать. Почему еще вряд ли? Подумайте о формулировке желания, подумайте, действительно ли вы этого хотите. Подумайте, на чем вы концентрируетесь, на желании или на его отсутствии. Видите, сколько сразу инструментов я вам дала. Весы, давайте же посмотрим. Попросите ангелов. У вас и так все движется туда, куда было бы здорово, но для того, чтобы желание исполнилось быстрее, попросите ангелов. Кстати, на канале есть обращение к архангелам и ангелам-хранителям, в которых вы можете приобрести, получить
или избавиться от того, что вам мешает. Попросите ангелов. Ну и водолеи, ну вас ждет гармония. Вот именно то, о чем я говорила. Введите гармонию, меньше эмоций, и именно вот взрывных эмоций поменьше, и ваше желание исполняется. Ну, на сегодня все. Я желаю вам счастья, здоровья, успехов, удачи, любви, благосостояния, мира, всего самого-самого лучшего. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ставьте лайк, для меня это вдохновение. Ну а также делитесь моими видео с вашими родными, близкими и друзьями. Это для меня тоже важно. С вами была Женя. Увидимся очень скоро. Я люблю вас, мои дорогие. Пока!